Как вы относитесь к Армении? Ой, давайте не будем. Не, спасибо. Все зависит только от них, если они этого захотят. Они завистливые. Зависть и жадность приводят к вот такой беде. Они же не военизированный народ. Они кочевники же, первые кочевники по всему миру. Они начинают конфликты всегда и говорят, что наша еда, например, ихняя, наши земли ихние. Что может думать про Армению? Такой вопрос задается когда. Друзьями нет, но прекратить вот все, что происходит, могли, конечно. Очень хорошо. К нации? Любой нации есть хорошие и плохие люди. Среди них, естественно, есть нормальные люди. И им кажется, что все принадлежит им. Все человечество, начиная от Адама и Евы. Оказывается, они тоже были армянами. Президенты, кончая последним рабочим. Эта земля и армян поглотит, и нас поглотит, и Россию поглотит, и Путина поглотит, и Макрона. Все равно будет мир. Будет мир. Всегда будет мир. Всем привет! Как я и обещал, по многочисленным просьбам наших участников, сегодня мы запишем социальный опрос на тему, что же бакинцы думают об Армении и как относятся к армянскому народу. Армяне люди как люди. Есть плохие, есть хорошие у всех наций. То есть у вас негативное отношение непосредственно к государству, да, к политике, к армянам, к людям? Ага. У вас есть знакомые армяне? Есть, но уже не здесь. Вы бы хотели посетить Армению? Нет, не хотел. Опасаюсь. А как бы вы отреагировали на то, что армянский турист посетил Азербайджан? А это, пусть посещает. Мне это как-то все равно. Как вы считаете, Армения и Азербайджан могли бы стать друзьями? В конце концов, мы все в одном мире живем. Так что соседи мы всегда будем соседями. От этого никуда не денешься. Так что воевать это смысл какой. Как государство отрицательно, как народ нейтрально. Я пока не контактировал с армянами, но и плохого от них тоже не получал, так что особо ничего сказать не могу. А если бы армяне приехали вот в качестве туриста в Баку, как бы вы отреагировали? Нейтрально. Нейтрально. Вообще. Но сами в контакты бы не стали вступать? Если принудительно, например, помочь с чем-то найти дорогу, либо что-то типа того, то, конечно, я бы не отказал в помощи. Могли бы Армения и Азербайджан стать друзьями? Друзьями нет, но прекратить вот все, что происходит, могли, конечно. Каким, по-вашему, должно быть решение конфликта? Решение конфликта вернуть Карабах Азербайджану и закрыть на этом вопрос. Все. А как вы относитесь к тому, что армяне Карабаха будут проживать в Карабахе? Ну, насчет этого я особо сказать не могу. Если правительство, конечно, их оттуда не выставит, то, пожалуйста, пусть живут. И вот вы сами, как человек, как гражданин Азербайджана, готовы были бы протянуть руку дружбы, так скажем, армянам Карабаха? Армянам Карабаха? Да. Ну, если лично мое мнение, то нет. Хотел бы посетить Армению, место, вот, где родились мои родители, где родилась моя бабушка, дедушка, вот это село. То есть я у бабушки спрашивал, если мы вернемся, ну, если разрешат, ты поедешь туда? Она сказала, первым же рейсом она посетит свою деревню, потому что она очень любила это место, и я бы с ней посетил обязательно. А как вы думаете, если армяне приедут сюда, вот как вы отреагировали бы на армянского туриста в Баку? Вы понимаете, я бы не стал презирать. Я бы не стал там бить или что-то делать. Если, наше правительство решило, что они могут приезжать сюда, если мы решили, мы можем уезжать туда. Мы простой народ, пусть приезжают, мне все равно. Я не буду им показывать что-то или дружить с ними. Хотят, пусть приходят, если это разрешат им. А как вы думаете, могли бы Азербайджан и Армения когда-то стать друзьями? Обязательно. Могут. Могут, да? Могут, да, действительно могут. Только, все, я уже говорил, все зависит только от них. Если они этого захотят. В их же интересах. Им нужно развиваться. А развиваться можно только с нами. Я думаю, что Турция... То есть Турция... Ключ к дружбе с Турцией лежит у нас. То есть подружиться с нами, Турция автоматически тоже откроет свои двери для Армении.
А это уже товарооборот огромный будет, то есть они будут и зарабатывать деньги, лучше жить. У них состояние сейчас не очень хорошее, люди не очень хорошо там живут. А дружба с нами из Турции им очень много чего даст. Я думаю, что Армения такая, типа, плохая страна, потому что они начинают конфликты всегда и говорят, что наша еда, например, ихняя, наши земли ихние. А вот если вы спросили, что дружил бы я с ним, то если бы он хорошо относился бы к моей стране, то почему бы и нет, потому что он же тоже человек, он же ничего плохого мне не сделал. А так я бы с ним, почему бы и нет. Я вот даже когда был в Москве, я был в одной машине с армянином. Он был таксистом, он нас вез. И вы нормально беседовали? Да, нормально беседовали, ничего такого не было. Понятно. Да. А что бы ты пожелал армянским своим сверстникам? Я пожелал бы дружить, никогда не ругаться и не говорить, и не лгать, что чужие земли – это наши земли, а чужая еда – это наша еда и так далее. Ну, вот что ты думаешь про Армению, про армян в целом? Ничего, не каждые люди хотят войны, не все хотят умирать на фронте и так далее. Но если бы я дружил с Арменией, то если бы он нормально был бы, то дружил бы. Что такого плохого? Не обзывать же, не нацист. Ну, то есть ты не за войну? Я не за войну. Война Молодец. это плохо, люди умирают. Конечно. А ты вот сейчас смог бы подружиться с армянским мальчиком? Ну, если будет нормальным, то да. А если нет, то нет. Понятно. А нормальные это что? Это которые не обзывают Азербайджан, которые, не нацисты. Которые не нацисты. Мы справедливый народ. И всегда были за справедливость. Отличные люди. Добрые люди. Никогда не завистливыми, никогда не были жадными, подлыми. А противник нехороший, отрицательный. Каким, по-вашему, должно быть решение конфликта между Арменией и Азербайджаном? Все равно будет мир. Будет мир. Всегда будет мир. Вы готовы протянуть руку мира и дружбы? Я мировой человек, я мастер спорта по всем видам спорта. Вы что? Вы здоров. Да, понятно. Еще начинаете вы, ребята. Баку – один из замечательных городов мира. Когда Баку был, Вашингтона не было. Там они ели друг друга. Они же убили всех туземцев. Ни одного человека, настоящего человека, вот этого, который на лодке ехал. Помните? Да. Плыл на лодке. Их не осталось. Они живут в резервации. А нас в резервацию уже никто не пустит. Что может думать про Армению? Такой вопрос задается, когда. Ну, вот что вы? Они наши первые враги, да? Как думать про это? А враг государства Армения, да? Ну, это не государство, они просто зашли наши территории, мы освободили свои территории. Все. А каково ваше отношение к людям, к самим вот простым людям, армянам? Армянам. Я в России много лет работал, с ними там было у нас общение. Ну, они как люди нормальные, но они думают по-другому. Они хотят великую Армению сделать, но это не получится. У них это как бы хотят великую Армению делать. Они хотят завоевать. У них не было ничего такого. А у вас есть знакомые армяне? Нет, здесь нету. А были вообще? Ну так, когда в России работал, да, были, да. А У них идеология такое, чтобы создать великую Армению. Вот Да, так, расшириться. Он же там мало. Там. Хотели бы вы посетить Армению? Нет, много мест, если хорошо посетить. Зачем мне В Армению не тянет. Зачем мне? Там ничего интересного нету же. А как вы относитесь к тому, что армяне могли бы приезжать в Азербайджан? Не думаю, это что нормально не будет ничего такого. Не буду. То есть Да, вы не верите потому в что это должно много лет, много даже века должно пройти, чтобы это все смирились. Сейчас не будет такого. А если бы вы сегодня увидели армянского туриста здесь, как бы вы отреагировали? Я бы отреагировал бы спокойно, но ненормально, да, как бы ненормальное отношение было бы. Как что думает? Оккупант, сепаратист, террорист. Еще какой надо думать? А как вы относитесь к людям,
Очень хорошо. К нации. Любой нации есть хорошие и плохие люди. Среди них, естественно, есть нормальные люди. И очень много в советское время были хорошие. Но дело в том, что они подчиняются инстинкту, который уже руководит ими. И им кажется, что все принадлежит им. Все человечество, начиная от Адама и Евы. Оказывается, они тоже были армянами. Вот у них такая вот натура. А так среди людей есть очень хорошие люди. Во всем мире мир делится на две части, на хороших и плохих, и все. А у вас есть знакомые армяне? Сейчас нету. Но были. Ну, естественно, были. А вы дружили Мы, наверняка? Естественно, в одной школе учились, на одной улице жили. А хотели бы вы посетить Армению сегодня? Сегодня нет, потому что они меня загрызут там. Вы так думаете? Да? Потому что они меня называют турком, а турки все враги для армян. Они с детства же это учат. Скажите, а если бы армянский турист посетил Баку, как вы бы отнеслись к этому? Я мусульманин, естественно, отнесся к нему как к гостю. И я имею закон перед Аллахом, чтобы встречать гостя как положено. Пока он будет моим гостем, я буду за ним смотреть как положено. А как вы думаете, Армения и Азербайджан могут стать друзьями как государство? Да, если они будут полностью суверенитетные, они не должны подчиняться никому. Жить в соседстве, не подчиняться Франции или там России, или кто-то им будет диктовать. Жили как? Жили, да? Соседи подрались, помирились, жили. Армения будет жить в своих границах. Армения не будет говорить, что твоя комната, которая называется Карабах, это мой. Не надо такие вещи. Пусть живет у себя на стране, приезжает, торгует, и можно жить так дальше. Потому что всю жизнь воевать нельзя. Но всю жизнь гонять вражду и подчиняться тем силам, которые, например, во Франции, например, говорят, что нет, это наше. Нашего ничего нет. Это земля, в которой мы живем. Мы туда и все пойдем, начиная с президентов, кончая последним рабочим. Эта земля и армян поглотит, и нас поглотит, и Россию поглотит, и Путина поглотит, и Макрона. Поэтому надо жить короткое, опущенное человеку время, надо жить добросовестно, надо жить добрым отношением. Хищные варианты, которые это мое, отнимать друг друга, это уже поздно, это первобытный строй. Продолжительное время сложные отношения. То есть, в принципе, наверное, такие же люди, такая же страна, если бы не было всех этих проблем, этой войны и так далее, то, наверное, все было бы так же, как и по отношению к другим, но что было, то было, поэтому часть, скажем так, очень много людей, которые пострадали от этого, потому что всегда очень легко рассуждать со своей колокольни, если это тебя не коснулось. Я мог бы сказать, что это как бы, да, абсолютно нормально, точно так же относишь, но это, как бы я понимаю, что есть люди, азербайджанцы, которые меня смотрят, тех, кого это затронуло. Кто-то потерял родных, близких, свои дома там, десятилетиями не могли туда попасть, поэтому для них это слушать больно, им это простить, забыть это очень сложно. Но я думаю, что все-таки через это надо пройти, потому что нельзя вечно враждовать, нельзя вечно ненавидеть друг друга. Мнениями людей можно манипулировать, потому что если бы, скажем так, нужные люди, нужные властимущие за это время захотели бы решить этот вопрос, они бы давно сделали бы так, чтобы большая часть народа, людей прошли через это, забыли и так далее. То есть, поэтому, наверное, все-таки не все в наших руках, не все в руках простых людей, потому что есть геополитические моменты, есть страны, которые имеют свои интересы, они свою лепту всегда вносят. А вы верите в скорейшее примирение Армении и Азербайджана? В скорейшее, я не знаю, тут очень гадать сложно, потому что я думаю, что мы сейчас наиболее близки, чем когда-либо за все это время конфликта. Если вы на стороне мира, на стороне сближения людей, я думаю, что это полезное начинание, полезный проект. Поэтому успехов, чтобы вас понимали и принимали все больше людей. Спасибо большое. Вражда – это плохо всегда. Война – это плохо. Спасибо. Пожалуйста. Я желаю вашему каналу процветания, благополучия,
успеха во всем. И чтобы ваша инициатива сыграла на руку Азербайджану и Армении, чтобы наконец восстановился мир и дружеские отношения между нашими странами. Спасибо вам большое за пожелания. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. До свидания. Я вашему проекту, во-первых, желаю удачи, если ваш проект независимый проект. Если ваш проект заказной проект, то он не имеет никакого значения, как все остальные ютубы.